Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня я приветствую всех своих старых подписчиков, новых подписчиков, которые появились за последние дни у меня. Я всем благодарна. Сегодня мы будем делать беляши. Не такие долгие, но вкусные. Берем стакан молока. Сюда я добавляю чайную ложечку соли, дрожжи, чайную ложечку, одно яйцо, и все это хорошо взбиваем. Яйцо комнатной температуры должно быть. Все хорошо взбиваем. И добавляю чайную ложку майонеза. Все это хорошо взбиваем. Молоко было теплое, чуть выше комнатной температуры. Да. Я заранее просеяла муку. Сейчас я буду добавлять. Вообще я добавляю на глаз, но точный вес я вам скажу, когда замешу тесто. Тесто будем месить такое мягкое, не сильно крутое, чтобы беляши получились у нас воздушные. Я думаю, все это хватит. Нет, еще чуть-чуть. Уже замешанное тесто я добавляю 2 столовых ложечки растительного масла и продолжаю замешивать тесто. Это я делаю для того, чтобы потом не присыпать мукой, оно не будет приставать к рукам, будет легко лепиться. Вот такое тесто у нас получилось. Вот. Как оно легко тянется, как оно мягкое, реально мягкое. Вот. Оставляем под пленочку его и оставляем буквально на полчаса. Я думаю, к этому времени оно поднимется. 2-3 раза обминать не надо, одного достаточно. При одном поднятии уже беляши будут пышные, красивые и вкусные. Вот. Оставляем. Так, теперь я займусь приготовлением начинки. Для начинки я взяла фаршу 400 грамм говяжьего, достаточно жирного, поэтому ничего больше добавлять не буду. Добавлю только лук и соль. Все, больше ничего добавлять не буду. Лук я буду крошить кубиками, помельче. Вот так помельче будем крошить. А вы заходите ко мне в гости, готовьте вместе со мной. Я буду рада каждой встрече с вами. Вот.
как поднялось наше тесто. Смажем руки маслом и переложим тесто на коврик. Тесто легкое, как пух. Чуть-чуть его ломнем и поделим на шарики. Какого размера мы хотим? Большого, маленького. Ну, вот такие шарики мы. Вот. Вот так мы их сложим. Накроем крышечкой. И пусть они постоят минуты 2-3. Очнутся после нашей. Накрыли. Теперь мы их начинаем лепить. Берем по одному шарику, здесь чуть-чуть смажем коврик растительным маслом. Я не люблю мукой припылять, потому что потом, когда жаришь, вот этот запах жареной муки, так, не нравится мне. Вот, края делаем потоньше, середину потолще и кладем начинку. Начинку кладем хорошо и закрепляем края. В серединке у нас останется маленькая дырочка. Вот такие у нас получаются беляшки. Переворачиваю, чтобы они не открылись. Еще раз покажу. Берем начиночку. Я люблю, когда начинки много. Вот так защемляем края. И оставляем в серединке маленькую дырочку. Вот мы их налепили. А теперь пойдем жарить. Теперь в раскаленную сковородку я наливаю масло. Масло наливаем побольше. И ждем, когда оно находится. В раскаленное масло будем ложить наши беляши, чуть-чуть прижимая их, чтобы они были потоньше, потому что они я не люблю сильно такие пышные. Вот жарятся наши беляшики. Когда я их всех пожарю, я вам покажу, что у меня получилось. Вот что у нас получилось. Очень аппетитные. Я была рада поделиться с вами рецептами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Меня это очень радует, вдохновляет. И я начинаю готовить то, что умею, то, что у меня получается хорошо. Очень вкусные беляши.
заходите ко мне на мой канал.